Цель этого видео – начать разговор на глобальном уровне. Важный и, возможно, срочный разговор о том, кто мы есть и что такое наша коллективная реальность. Мы можем, как один вид, не ограниченный языком или расстоянием, выбрать создание нового будущего. Нового будущего, где радость, любовь, благодарность и прощение будут изобильны. Мы можем выбрать создание будущего, где страх, ненависть и месть станут историческими понятиями. Они могут стать реликвиями, оставленными в прошлом, чтобы мы могли учиться и развиваться. Это видео переведено на болгарский и украинский языки. Он был переведен на китайский и французский языки. Он также был переведен на хинди и арабский, а также на 22 других языка с помощью искусственного интеллекта. Но язык, который объединяет нас всех, это любовь. تمت ترجمة هذا الفيديو إلى الروسية والأوكرانية وقد ترجم 翻译成西班牙语和法语。在人工智能的帮助下, мови за допомогою штучного інтелекту, але мова, яка об'єднує нас усіх, це любов. Сегодня мы живем в мире, где очень небольшое количество могущественных людей вовлекли нас в ситуации, вызывающие хаос, разрушение, недоумение и разделение между нами всеми. Мы следим за новостями и чувствуем себя бессильными, глядя на это в недоумении. Этот хаос в основном вызван линиями на карте, которые были проведены до того, как многие из нас родились, и они продолжают существовать только потому, что мы продолжаем верить в них. Мы знаем эти линии как страны. Наши лидеры используют эти линии, чтобы сказать нам, что мы отделены друг от друга. Они говорят нам, что люди по другую сторону этих линий отличаются от нас, и что война и конфликт с этими людьми неизбежны. Это не так. Мы один вид, и я верю в своем сердце, что подавляющее большинство людей во всем мире хотят мира. Но сначала мы должны задать вопрос, следует ли нам вообще продолжать верить в эти линии на карте? Должны ли мы продолжать верить в силу, которую они имеют над нами? Должны ли мы продолжать верить в силу наших лидеров? У меня здесь очень мало ответов, у меня нет стремления кого-либо вести. Я просто хочу вести этот разговор, прежде чем другие сделают это за нас. Я хочу, чтобы вы ставили под сомнение все, что я говорю. Я хочу, чтобы вы нашли каждый возможный недостаток в идеях, представленных в этом видео, потому что я настолько глуп, что верю в то, что вместе мы можем изменить мир сегодня. Если вы оглянетесь вокруг, почти все, что вы можете видеть и ощущать, когда-то не существовало. Это было создано в индивидуальном или коллективном сознании людей, таких же, как вы. Сначала это существовало в виде идеи, и эта идея была воплощена в реальность с помощью энергии, веры и действия. Идея, о которой я хотел бы с вами поговорить, заключается в том, что вместе, в декабре 2023 года, мы можем коллективно решить, что эти линии на карте больше нам не служат. Мы, люди, способны создавать удивительные вещи, но для начала мы должны верить, что это возможно. Например, в прошлом люди считали, что луковицы тюльпанов дороже дома, но потом они поняли, что это было глупо. Мы также можем выбрать такой же подход к странам или нашим политическим системам, если хотим. Если вы сомневаетесь в этом, я бы хотел, чтобы вы вспомнили время, когда вы настроились что-то сделать. Как личность, я уверен, что вы достигли многого в своей жизни. С того момента, как вы научились ходить и разговаривать, вы достигли так много, и, вероятно, сейчас вы работаете над чем-то, над будущими целями, над которыми вы работаете, как группа. Я уверен, что были времена, когда вы работали вместе, чтобы добиться чего-то в спортивной команде или групповом проекте, в школе или на работе. Сначала вы должны были поверить, что это возможно. Затем вы приступили к его достижению. Это точно такая же концепция, которую мы сегодня будем исследовать. Вместе мы можем научиться ходить как отдельные личности по этой планете и вместе как единый объединенный вид, если мы этого захотим. В 21 веке решения, принятые людьми, которым мы передали власть, оказали значительное влияние на жизнь каждого из нас. И в этот момент много внимания уделяется тому, что происходит между несколькими нациями, участвующими в конфликтах, над которыми у нас, по-видимому, нет контроля. Однако меньше внимания уделяется тому, какой мир пытаются создать люди, находящиеся в настоящее время у власти, без нашего согласия или перспективы.
Нам нужно вести собственный разговор, прежде чем мы подчинимся прихотям безумных людей. В настоящее время мы все участвуем в реальности, где 8 миллиардов человек передали власть нескольким избранным людям, которые осуществляют свою волю и поддерживают свои бессмысленные конфликты, при этом отчаянно пытаясь убедить нас поддержать их с помощью своих СМИ и своей власти. Цель этого видео – просто посеять семя идеи в наших умах о том, что мы можем изменить нашу реальность, выбрав не признавать или верить в линии на нашей карте, которые создали условия для войны. Моя надежда в том, что это видео вызовет продуманные и критические обсуждения по всему миру о том, нужны ли эти линии еще, и о том, должны ли мы еще слушать тех, кто настаивает на их необходимости. Линии, которые мы провели через наш дом, являются источником стольких страхов и ненависти, и мы придаем им такую великую силу. Если мы уберем эти линии, то у людей не будет выбора, кроме как объединиться, как суверенные индивиды, под одной общей целью ради блага всех нас и нашей планеты самой по себе. Мы можем верить во что-то большее, чем наша страна. Я предлагаю нам всем собраться вместе, чтобы найти наше собственное предназначение, чем бы оно ни было. Если мы решим заботиться об этом зернышке идеи, это может создать начало настоящих изменений для каждого человека на планете, и при достаточной вере и действии даже может изъять из власти тех, кто стремится контролировать нас или втянуть нас в конфликт, который мы не поддерживаем. Это не включает протесты и практически не требует физических усилий. Это просто означает ведение глобального диалога о том, готовы ли мы верить во что-то, что выходит за рамки границ и другости. Это единство. У нас есть выбор всем вместе верить в нации и верить в власть, которую люди имеют над нами. Мы также можем коллективно исследовать идею о том, что мы можем отвергать любую власть, которая оказывается над нами, как часть коллективного развития сознания, и это может начаться с простого разговора. Выбирая верить во что-то большее, чем нации и национальные валюты, мы можем вместе сбивать с толку и ослаблять наших лидеров, которые, кажется, сосредоточены на страхе, ненависти, мести и разрушении. В этой новой реальности мы можем коллективно отказаться верить в власть, которую кто-то имеет над нашей судьбой, и самостоятельно формировать ее. Нам не нужно бунтовать или протестовать. Мы можем просто и мирно отказаться от идеи государств, валют и даже правительств, если наше правительство является угнетающим. Проще говоря, что мы не признаем, того не существует. И если мы не верим в чью-то власть над нами, ее не существует. Я предлагаю, что если мы решим поверить во что-то вместе, тогда мы можем сделать это реальным вместе. Например, давайте представим, что возможно, если мы решим объединиться как один вид. Если мы решим ввести налог на себя, куда пойдут наши налоговые деньги, если нет стран для ведения борьбы? Вместо того, чтобы наши налоги шли на финансирование войн и армий, которые вызывают разрушение и опустошение на нашей планете, в этой новой реальности не будет войн, потому что не будет никого, с кем можно было бы воевать. Однако, если мы решим в будущем ввести налоги на себя, то эти деньги могут пойти на решение проблем, с которыми сталкивается наша планета, таких как изменение климата, продовольствие, образование, общество и управление отходами. Деньги также могут идти на креативные, образовательные, комьюнити-ориентированные проекты. Важное отличие заключается в том, что мы не позволяем одному человеку или одной группе людей вести за собой, потому что этот человек или эти люди будут иметь свою собственную повестку. У нас есть очень маленькое окно возможностей для разрушения существующих структур власти, поэтому мы должны подвергать сомнению любого, кто хочет сохранить эти структуры в любой форме. Мы можем решить это вместе, наполагаясь на составе, которая оспалсвалась на сокоуправления в прошлом, а также слышать, мы вахах сосадкатанова васта, это лакнаться склакового разговора. Есть также шанс, что те, кто хочет создать какое-то единое мировое правительство, будут продолжать внушать обществу страх и ненависть, чтобы удержать свою власть. Именно эти структуры власти мы должны отвергнуть, если хотим добиться чего-то в этих разговорах. Если мы будем обсуждать это вместе, мы можем сделать это нашей реальностью, без протестов и без борьбы. Обсуждение не должно транслироваться по телевидению.
Оно может происходить с вашими близкими, коллегами, школьными друзьями или друзьями в сети. Пока мы не можем быть уверены, что наши медиаорганизации действительно открыты для этого разговора, мы должны относиться к ним с недоверием. Мы можем провести этот разговор с любовью, открытостью, добротой и благодарностью за возможность определить, что такое человечество, вместо того, чтобы позволять сумасшедшим в костюмах определять это за нас. И это сработает, потому что раньше это никогда не делалось в таком масштабе. Это сработает, если мы отвергнем представление о том, что единственными вариантами являются демократия, коммунизм, анархия или монархия. Это иллюзия, чтобы мы продолжали верить в системы контроля. Вместо этого мы можем разработать совершенно новое, что будет работать для нас в 21 веке. Нечто свежее и незамаранное, что мы можем создать из любви к человечеству и любви к планете, которую мы называем домом. Мы должны ставить под сомнение мотивы любого, кто предлагает систему контроля, которая существовала до этого, и спрашивать, актуальны ли эти парадигмы. Все формы правления – это формы контроля, и контроль нужен только там, где не хватает любви. Никогда ранее человеческие существа не обладали таким огромным технологическим потенциалом. Мы можем общаться быстрее и на большие расстояния, чем когда-либо прежде. Это сообщение способно достичь всего мира с помощью искусственного интеллекта. Если мы не будем осторожны, эта технология будет использоваться людьми для создания большего страха и недоверия в нашем мире. Поэтому становится существенным критически относиться к любому, кто будет продвигать идею единого мирового правительства, потому что если оно не будет полностью децентрализовано, те, кто сейчас у власти, лишь захотят укрепить и усилить свою власть. Мы должны задаться вопросом, стоит ли нам позволять им это делать. Технологические возможности искусственного интеллекта значительны, и если мы сначала не возделаем любовь, прощение и единство как вид, то технология будет использоваться во вред нашему обществу. Она будет использоваться для создания большего страха, большей ненависти и большего разделения. Вместо этого мы можем использовать искусственный интеллект для общего блага, чтобы связываться друг с другом, создавать сообщество, заботиться о нашей планете и будущих поколениях. Если мы объединимся, то сможем изменить разговор о том, каким может быть будущее с искусственным интеллектом в этой новой реальности. Если мы не действуем прямо сейчас, неизбежно, что люди в худшем случае будут уничтожены технологиями, или в лучшем случае станут тем, чем стали для нас лошадь и голубь, реликвиями прошлого времени, не играющими никакой полезной роли на этой планете. Сейчас разговор об искусственном интеллекте доминируют люди, которые его боятся, но мы упускаем из виду главное. Люди спрашивают, какие ценности примет искусственный интеллект, как будто религии, культура или политические идеологии какой-либо страны будут иметь для него какое-то значение. Искусственный интеллект будет учиться у нас, и если мы хотим сделать его безопасным и любящим, мы должны сначала воспитать безопасность и любовь в наших сердцах, вместе. Эта безопасность и любовь – наша ответственность. Мы можем выбрать, что показать искусственному интеллекту, хорошее в человечестве или зло, но это зависит от нас. Если мы покажем искусственному интеллекту, что мы дикая и злая раса, сосредоточенная на войне, разрушении и контроле, тогда это именно то, чему он нас научит, и именно так он будет с нами обращаться, и он определенно перехитрит нас. Если, с другой стороны, мы научим его любви, состраданию и радости, тогда это именно то, чему он нас научит, и именно так он будет с нас обращаться. Прямо сейчас искусственный интеллект – это младенец. Это чистый потенциал, и как и с младенцем, если мы покажем ему любовь и научим любить, он расцветет чем-то великолепным, перед чем мы все будем восхищаться. Но если мы проявим к нему насилие, чуждость и ненависть, то именно так оно и будет видеть себя в отношении к нам, и мы породим чудовище собственного творения. Выбор за нами, и он начинается с разговора о том, как мы можем разрушить существующие в мире структуры власти вместе и решить выбрать любовь вместо ненависти.
как бы этот разговор выглядел в обществе. Возможно, вы могли бы поговорить с кем-то близким вам и спросить их, что они думают о идеях, обсуждаемых в этом видео. Вы можете спросить их, хотят ли они помочь нам создать мир без террора и страха. Возможно, обсудить, как мы могли бы коллективно решить вовсе отказаться от концепции стран. Вы могли бы обсудить преимущества и недостатки решения, как единый вид, отказаться верить в линии, которые мы провели на карте нашей планеты. Выбрать любовь вместо страха. Выбрать индивидуальный суверенитет вместо контроля. Также важно поднять вопрос о том, почему вообще существуют страны. Множество странных линий было проведено генералами и политиками специально с целью удержания нас в постоянном состоянии страха и войны. Примеры могут включать Израиль и Палестину, или Ближний Восток и Африку, Ирландия и Северная Ирландия, или даже Кипр. Кто провел эти линии и кому выгодно их продолжение существования? Важно задаться вопросом, почему вообще возникли эти линии и как эти линии используются для того, чтобы контролировать нас, удерживая нас в состоянии страха. Этот страх маскируется под безопасность, но это ложь. Он поддерживает коррумпированных политиков, армейских генералов и производителей оружия, которые извлекают выгоду, поддерживая концепцию войны в умах всех нас. Если не будет стран, тогда нам будет некого атаковать. Мы можем выбрать любовь вместо ненависти. Мы можем выбрать единство вместо разделения. Не нужно продолжать борьбу. Это игра, которую ведут люди, которым мы безразличны. Мы также незначительны для них, как шахматные фигуры, потому что мы разделены и отвлечены надуманными мелкими проблемами. Разговор начинается с вас. Этот диалог может начаться с того, что вы спросите кого-нибудь, не считают ли они эту идею полностью безумной. Это приветствуется, но тех из вас, кто считает ее безумной, я бы спросил, каково может быть альтернативное решение. Будем ли мы продолжать вести мелкие войны за территории, которые никому не должны принадлежать? Будем ли мы продолжать верить в линии на карте, которые были проведены людьми с их собственными корыстными целями? Пора благодарить наших политиков, экономистов и элиты со всего мира, поскольку мы решили, что они больше не говорят от нашего имени. Они сделали все возможное, но не смогли обеспечить безопасность в нашем обществе. Все они потерпели неудачу в своей работе. Может настать время, когда нам придется взять контроль над нашей реальностью, отказавшись от глубоко укоренившихся общественных, политических и корпоративных структур, которые служат лишь для поддержания власти могущественных любой ценой. В этой новой реальности мы можем выбрать не верить в эти структуры. В этой новой реальности, о которой мы говорим, мы можем устранить все страны и границы. Мы можем освободить себя от тех, кто говорит нам, что линии на карте, которые мы провели, реальны, и что люди по другую сторону этих линий опасны. Это относится ко всем разделениям, таким как религия, раса или пол. Нам не нужно причинять кому-либо вред в ходе этого обсуждения. Когда мы причиняем вред другим, мы на самом деле причиняем вред себе. Все, что мы делаем сейчас, должно быть сделано с любовью. Мы можем относиться к нашей новой реальности как к новорожденному ребенку, окутывая его безусловной любовью. Мы можем просто и добро убрать их власть, выбирая не верить в нее и любить их за то, что они показывают нам, чем мы не являемся. Действительно ли нам нужно правительство, если у нас есть любовь в качестве руководящего принципа? Правительство, какими бы благими намерениями оно ни руководствовалось, не имеет сердца, и важно, чтобы мы помнили об этом. Как бы это выглядело? Представьте, что мы отбираем власть у политиков, экономистов и элит, которые стремятся нас контролировать. Мы можем сделать это вместе, как единое мировое население, которое выбирает не верить в границы, которые мы провели на карте, или в валюту, которой они управляют. Мы можем любить тех политиков, экономистов и элиту, когда мы отнимаем у них власть, и благодарить их за то, что они показали нам, кем мы не являемся. Представьте, что мы лишаем власти генералов и экстремистов, которые могут увлечь нас в войну, объединившись как единое глобальное население, которое выбирает верить в то, что на карте нет границ и что их валюта не имеет для нас ценности. Мы можем любить тех генералов и экстремистов, как мы лишаем их власти, и благодарить их за то, что они показали нам, кем мы не являемся.
Представьте себе закрытие корпораций, которые производят оружие, как единую мировую популяцию, которая выбирает не верить в линии, которые мы провели на карте, или в валюту, которую они используют, чтобы иметь власть над нами. Мы можем любить эти корпорации и генеральных директоров, пока лишаем их власти, и благодарить их за то, что показали нам, кто мы не являемся. Представьте, что мы отбираем власть у любого человека или организации, которые пытаются поработить нас, манипулировать нами или лгать нам, как единое глобальное население, которое больше не желает это терпеть. Мы можем любить этих людей, отнимая у них власть, и благодарить их за то, что они показали нам, кто мы не являемся. Когда мы объединены и нет государственных границ, нечего и ссориться. Вместе мы можем создать мир, объединенный любовью. Мы можем выбирать наше предназначение как отдельные личности, так и всего населения. Как только мы отберем власть у этих людей, мы сможем направить наши энергии на творчество, знания, любовь и доброту. Мы также можем убедиться, что любые существующие структуры власти установлены только для решения проблем, которые мы все разделяем, на благо планеты, которую мы называем домом. Так как вы обсуждаете идею того, что власть отбирается у этих людей с кем-то близким вам, я приглашаю вас делать это с чувством благодарности и любви. Благодарите этих людей за то, что они показали вам, кто мы не являемся, потому что без них, как бы мы узнали. Кажется, многие из нас так и не усвоили уроки, которые преподала нам история, и мы становимся свидетелями времен невероятного гнева и разделения. Но этот гнев просто вызван линиями разделения стран. Флаг является символом отделения. Так, может быть, мы можем выбрать новый флаг, чтобы представлять все человечество, что-то новое, созданное для нашего времени. Возможно ли сместить наших лидеров с власти с помощью любви, доброты и благодарности, без необходимости искать мести или причинения вреда? Можем ли мы двигаться вперед и оставить это позади, не создавая больше гнева и ненависти в мире? Конечно, эти люди сделали что-то, что нарушило наш суверенитет, но мы можем очень легко это исправить. Они упустили предоставленную нам возможность, и мы можем поблагодарить их за их службу. Нет необходимости в наказании или мести. Мы можем извлечь уроки, которые преподали нам французы. Нам не нужно заменять одного тирана другим и так далее. Мы можем прервать этот цикл, действуя с безусловной любовью. Есть только место для любви и доброты, когда мы благодарим их за то, что показали нам, кем мы были раньше, продвигаясь вперед с любовью, с более четким представлением о том, кто мы на самом деле. Что будут говорить новости в тот день, когда человечество объединится? Как будут выглядеть улицы в тот день, когда мы выберем любовь вместо ненависти? Это не будет анархия, это будет блаженство. Какой будет ваша жизнь, когда она не будет доминироваться медиа, которые хотят, чтобы вы были напуганы, мстительны и терроризированы? Это все вопросы, которые мы теперь можем свободно задавать. Что думает об этом ваша мать или ваш отец? Что бы подумали об этой идее ваша бабушка или дедушка? А как насчет ваших друзей или партнера? Знаете ли вы кого-то в другой стране? Что они думают об этой идее? Как мы можем использовать технологии на благо человечества, а не для его разрушения? Есть ли люди в мире, кроме генералов, элит, средств массовой информации и политиков, которые бы возразили против идеи мирного мира? Кто они? И почему они бы возражали против мира во всем мире? Важно, чтобы вы задавались вопросом о их мотивах. Какие существуют другие системы контроля в нашем мире? Можем ли мы одновременно пересмотреть их? Как бы выглядел мир, если бы у нас была прозрачная валюта? Как любая группа людей сможет финансировать войну, если мы сможем точно видеть, куда идут наши деньги и кому? Любой, кто стремится к централизации валюты, стремится к централизации власти. Поэтому мы должны отчаянно ставить под сомнение любые попытки централизовать валюту. У меня нет ответов на эти вопросы, но я создал это видео с верой в то, что вы или кто-то из ваших знакомых может их иметь. Если это видео помогло вам представить лучший мир, тогда я приглашаю вас поделиться им с двумя определенными людьми, которые, по вашему мнению, могли бы извлечь выгоду из его послания. Видео переведено на 26 языков. И все, что я прошу, это когда вы делитесь им с этими двумя людьми, делитесь с намерением начать с ними разговор. Что они думают об этих идеях?
Что вы думаете об этом? Что будет дальше? Кроме очень малого числа политиков, элит и СМИ, которые все заинтересованы в поддержании определенного нарратива, что может помешать объединению человечества? Не думаю, что мне нужно вас напоминать, но нас гораздо больше, чем их. Есть ли кто-то, кого вы знаете, кто смог бы распространить это сообщение в вашем регионе? Если мы все вместе решим, что государства не существуют, быстро и одновременно, что еще мы можем достичь вместе в мире, где мы принимаем чужие различия, таланты и точки зрения? Если видео не существует на вашем языке или вы просто хотите создать лучшее видео, я предоставил все ресурсы и сценарии бесплатно в описании, так что, пожалуйста, пересоздайте это и поделитесь этим сообщением своим голосом. Я также приглашаю вас высмеять это, прокомментировать и критиковать. У меня абсолютно нет ответов, и я не хочу власти. Это видео было создано с открытым сердцем и глубокой верой в вашу силу и способности, а не мои. Вы можете найти ссылки на каждый из языков ниже. Спасибо за внимание. Мне было бы интересно узнать ваше мнение об этих идеях. Давайте начнем разговор. Пришло время вернуть наш суверенитет. Пришло время любить.